Всем привет! Вы на канале Pixel, меня зовут Катя. В этом видео я бы хотела показать вам свою коллекцию головоломок. Ну и так как это первое серьезное видео на моем YouTube канале, я бы хотела рассказать немного о том, как я начала заниматься спидкубингом. Все началось в конце 2017 года, но я бы не сказала, что занимаюсь спидкубингом так долго. У меня был длительный перерыв почти на целый год, просто пропало желание. В итоге я поняла, что кубинг для меня многое значит. После того перерыва прошел год, и я достигла неплохих результатов, но я настроена улучшать их и дальше. Ну а на этом лирическое отступление завершается, и мы переходим к моей коллекции. Приятного просмотра! Ну а начну я, пожалуй, со своей самой первой головоломки, это куб 3×3. Я купила его в магазине игрушек, и это самая обычная палатка, но именно благодаря этому кубу я познакомилась с спидкубингом и научилась собирать 3×3. Дальше у меня идет это мой MF3 RS, самая первая версия данного куба. На самом деле, что я хочу сказать, это неплохой куб, подойдет не только для новичков, но сейчас у меня этот кубик немножечко сухой, потому что я давно им не собирала, так как у меня появились новые основные трешки. Но неплохой куб. Следом у меня появилась трешка YJ Weilong 2M. Это моя первая магнитная трешка. На самом деле этот куб гораздо лучше, чем MF3 RS. Следом появилась у меня вот эта трешка, это Weilong GTS 2M. Очень классная головоломка, прям самая лучшая трешка, которая когда у меня либо была. Это магнитный куб. На скорости локапов практически не бывает. Дальше у меня есть вот такая вот трешка. Мне привез ее как сувенир папа из Китая. И также в комплекте был вот такой вот, не знаю, это не брелок, это просто маленький кубик, который ужасно крутится, но для коллекции в самый раз. Дальше я покажу свои кубы 2×2. Это Little Magic, самая моя первая двушка, на самом деле очень неплохая, как для новичков. Потом я заменила вот этот куб на это мою MF2C. Не сказать, что этот куб лучше, чем предыдущий, но почему-то я решила его купить. В целом также неплохой куб, он гораздо легче, чем предыдущий. И наклейки, стикеры у него по площади занимают гораздо больше места. Но это как-то удобнее при сборке, легче определяешь цвета. Дальше появилась у меня вот такая двушка, это Valk, сейчас это моя основа. Он магнитный, притом магниты у него вставлены не вот сюда, а именно в ребра. Но есть один минус у этой головоломки, здесь очень легко флипаются уголки, и при сборке это очень мешает. По сравнению с вот этими двумя кубами, здесь уголки флипаются, но гораздо сложнее. А вот здесь же это можно сделать просто одним пальцем. Далее я хочу показать вам свои кубы 4×4. Это Chiyuan от компании Chi. Моя самая первая четверка. Ну, на самом деле для новичков неплохо. Очень даже неплохо. Но вот дальше, я думаю, стоит прикупить более хорошие кубы. Дальше я купила себе Thunderclap. Это неуменьшенная версия. И минус этого куба то, что у него часто вылетали внутренние ребра. Также просто вылетали ребра внешние. Даже сейчас. Это сделать очень легко. И не потому, что он у меня сильно расхлябан. Он на самом деле нормально настроен. Просто это вот такая вот особенность этого куба. И именно по той причине, что на прошлой четверке у меня вылетали ребра, я купила себе новый куб. Это Aosu VRM. С коробки он мне не понравился, показался каким-то сухим, что ли. И я думала, что будет все так плохо, но когда я его притерла немного, он показал себя очень хорошо. Дальше я хочу показать свои сквайры. Я даже не знаю,
какая это фирма, потому что он продавался без упаковки. Скорее всего, это просто палатка. И конкретно данная модель умеет делать вот так. Но на самом деле вот это ребро так не делает. Я не знаю почему. Дальше я купила себе Squire от Little Magic. Это не магнитная версия. Куб на самом деле хороший. И стоит достаточно недорого по сравнению со своими конкурентами. Дальше покажу свои пирамидки. Это Guanlong в голубом пластике. Как для начала, неплохая головоломка, но он часто заедает. Но научиться на нем подойдет. Также у него вылетают вот так вот элементы. Не очень приятно при сборках. Следом у меня появился X-Men Bell. Это сейчас моя основа. Это лучшая пирамидка, которую я когда-либо собирала. Дальше я покажу вот такую вот пирамидку. Эта пирамидка, так же как и вот этот куб, приехали ко мне из Китая. Это просто обычная пирамидка. И на самом деле я ее храню у себя просто для коллекции, просто как сувенир. У меня есть вот такой вот клок. Наверное, его имеет у себя очень большое количество спидкуберов. Это просто обычный клок от Лингау. У меня он имеет магниты. Из коробки он был ужасным. Дальше я покажу свою шестерку и семерку. Они у меня в единичном экземпляре. Шестерка это Вухуа. От нее я ожидала гораздо большего. Как с коробки, так и сейчас. Она мне не нравится, потому что у нее очень часто выпадают как внутренние ребра, так и внешние. Также выпадают вот эти центральные элементы. И они же заедают очень часто. Поэтому не знаю даже. Я ее расслабляла, думала из-за этого проблема, но потом я ее затянула, и эта проблема не исчезла. Семерка это также от фирмы YJ. Мне очень нравится. Это магнитная семерка. Она очень мягкая. И магниты чувствуются. Дальше я покажу свой скьюб. Это, скорее всего, обычная палатка, потому что продавалась вообще без упаковки. Но, в принципе, собирать на нем можно. Делать неплохие результаты. Но все равно сейчас я бы хотела приобрести себе что-то другое. Дальше у меня идет Megaminx от Chi. Это Chi-Han. Для новичков достаточно неплохая модель. Но дальше я советую присмотреться к чему-то более дорогому, более профессиональному. Дальше я купила себе Megaminx Galaxy V2 LM. Буква L говорит о том, что здесь стоят слабые магниты. Также есть версия с обычными магнитами и без магнитов вообще. Я решила приобрести себе что-то среднее. И по размерам он отличается от предыдущего. Galaxy гораздо меньше. 5 на 5. Это Chi-Gen от компании Chi. Куб достаточно неплохой. Подойдет не только для новичков, но и для куберов среднего уровня. Дальше я купила себе пятерку Little Magic M. Хороший куб, очень мягкий, плавный. Как раз такие качества в кубах мне нравятся больше всего. Магниты на внутренних слоях чувствуются гораздо сильнее, чем на внешних. Ну и замыкает строй ВЦА головоломок. Это куб 3 на 3 с фотографиями Санкт-Петербурга. Я купила его как сувенир. Освобождаем место. У меня есть вот такая вот девятка. Это MF9. Кстати, поймут только избранные. Сразу хочу сказать, что почти все не ВЦА головоломки у меня палатки. И купила я их вообще в абсолютно разных местах. Здесь уже нету центра, я его потеряла. Есть вот такая вот необычная штука. Насколько мне известно, это называется бургер, но я не уверена. Здесь смысл в том, что нужно собрать одинаковые цвета вот здесь, здесь и вот здесь. Дальше покажу Twisty Cube. Интересная головоломка. Она собирается по подобию кубика 3 на 3, но все равно имеет свои какие-то паритеты, особенности. Следом покажу мельницу. Самая обычная мельница. Вот так вот она выглядит в собранном виде.
Дальше покажу цилиндр. Он у меня собран не совсем правильно, потому что вот эти вот два элемента должны стоять так, чтобы они сливались вот с основной полосой. Но я потом эту проблему устраню. Дальше у меня идет миррор. Очень классная головоломка. Одна из моих любимых не ВЦА. Но крутится она, конечно, так себе. Дальше у меня идет DinoCube. Очень легкая головоломка. Напоминает чем-то Ivy Cube или S-Cube. Следом покажу Pyraminx 2×2. Головоломка может им изменять вот так свою форму. Также имеет вот такие вот карбоновые стикеры. Следом идет головоломка, название которой я забыла, но если я не вспомню, то напишите мне в комментариях. Вот эта головоломка единственная, которая не палатка. Это Ivy Cube. Крутится очень плавно, прям действительно самое лучшее кручение не ВЦА головоломки в моей коллекции. Ну и последняя головоломка в моей коллекции — это куб 2×3×3. Когда я его покупала, я думала, что он сможет крутиться вот так, но он дальше, чем вот это, не проворачивается. Ну и это была моя вся коллекция головоломок. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, комментируйте. И всем пока!